Друзья, всем привет! С вами Максим Анциферов, вы на канале Siberian Investor, и сегодня мы с вами продолжаем проходить задание альфа-тестирования кросс-чейн платформы Aeva Finance. Проходя задание тестирования, вы сможете не только заработать токены Aeva, но и своими глазами увидеть, как устроен мир децентрализованных финансов. В этом видео мы пошагово разберем, как выполнить задание режима Pro, а также я расскажу вам, какие еще есть способы получить токены Aeva совершенно бесплатно. Для того, чтобы начать проходить задание режима Pro, нам необходимо зайти в Telegram-бот альфа-тестирования Aeva и выбрать соответствующий пункт меню. Как мы видим, здесь уже есть несколько заданий. По сути, все эти задания однотипные и различаются лишь тем, что во всех заданиях нам требуется выполнить одни и те же операции, но в разных тестовых сетях. Например, в этом задании мы будем работать в сетях Binance Smart Chain и Ethereum Rinkaby, в следующем в сетях Ethereum Rinkaby и Polygon Mumbai и так далее. Поэтому сегодня я вместе с вами пройду выборочно одно из заданий, после чего пройти все остальные вам не составит никакого труда. Итак, давайте выполним задание Pro в сетях Ethereum Rinkaby и Avalanche Testnet Network. Первое, что нам предлагает сделать бот, это получить нативные тестовые монеты в выбранных сетях. Для чего они нужны? Дело в том, что в большинстве блокчейнов существует определенная плата за совершение транзакций, которая распределяется среди майнеров, стейкеров и других людей, обеспечивающих работу сети. Так, в сети Ethereum Rinkaby мы платим за каждую транзакцию в нативной монете данной сети, а именно в Ethereum. В сети Avalanche мы платим в монетах AVAX. Чтобы мы могли выполнять задания альфа-тестирования и совершать для этого такие транзакции, как получение токенов, отправка и другие операции, Aeva-бот нам предоставляет небольшое количество монет для оплаты этих транзакций. Всегда обязательно получайте эти монеты. Хочу также напомнить, что мы работаем в тестовых сетях, поэтому не пытайтесь вывести эти монеты на свои кошельки, так как они не имеют ценности и вообще не придут на ваш кошелек. Так как цена транзакций может периодически изменяться в зависимости от нагрузки на сеть, выделенных токенов может не хватить для прохождения тестирования. В таком случае перезайдите через время в задание и получите еще токенов, либо воспользуйтесь официальными кранами выбранных сетей, ссылки на которые я оставлю в описании к этому видео. Сейчас для примера я покажу, как пользоваться краном тестовых монет в сети Avalanche Testnet. Переходим на официальный сайт крана AVAX. Сразу видим информацию о том, что токены можно получать не чаще, чем один раз в час, а также о том, что токены тестовые, а не реальные. Проходим капчу. Указываем номер своего кошелька MetaMask. И нажимаем кнопку Request. И дожидаемся окончания транзакции. Все довольно просто, но в других сетях могут быть более сложные требования. Например, в сети Ethereum требуется опубликовать номер своего кошелька в Twitter, а затем вставить в кран ссылку на данный твит. Это сделано в целях снижения нагрузки на тестовую сеть. Как я уже сказал, ссылки на официальные экраны тестовых сетей, необходимых для прохождения тестирования, я оставлю в описании к этому видео. Итак, тестовые монеты мы получили, приступаем к первому заданию. С этого момента самое важное условие для успешного прохождения заданий – внимательно читайте задания. Больше половины пользователей не справляются с заданиями по причинам невнимательности. Путают сети, кнопки и токены. В заданиях все очень подробно и пошагово расписано. Итак, в первом задании нам требуется получить 100 монет Aeva в сети Ethereum Rinkaby. Для этого переходим на сайт Aeva, заходим в раздел Get Test Tokens и привязываем свой MetaMask, нажав кнопку Connect Wallet. В открывшемся окне MetaMask подтверждаем требуемые действия, после чего нам нужно выбрать именно тот токен и ту сеть, которую требует задание. Поэтому нажимаем на кнопку выбора токена, находим сеть Ethereum Rinkaby и затем выбираем токен Aeva. Нажимаем кнопку Mint. Подтверждаем операции в MetaMask и дожидаемся успешного завершения транзакции. Далее заходим во вкладку History и копируем ссылку на данную транзакцию. Переходим в Telegram-бот, нажимаем кнопку «Вставить ссылку», вставляем, задание выполнено, 10 баллов получено. Переходим ко второму заданию – использовать мост или бридж. Здесь выполняем все так же, как и в самых первых заданиях, за исключением того, что нужно поменять сети на требуемые. Переходим на сайт Aeva, открываем раздел Bridge, вверху выбираем сеть Ethereum Rinkaby и токен Aeva.
Внизу выбираем сеть Avalanche Testnet. Указываем количество 5 штук, жмем кнопку Mint. Подтверждаем все предложенные транзакции. Независимо от того, выполнились ли все транзакции до конца или некоторые завершились с ошибкой, как только появилась ссылка на транзакцию из второго пункта, копируем ее и вставляем в наш Telegram-бот. Задание выполнено, 30 баллов получено. Третье задание. Использовать своп. Внимательно читаем задание. Необходимо поменять токены AVA в сети Ethereum Rinkeby на токены USDT в сети Avalanche Testnet. Переходим на сайт AVA. Вверху выбираем сеть Ethereum Rinkeby и токен AVA. Внизу выбираем сеть Avalanche Testnet и токен USDT. В верхней части указываем количество 5 токенов и нажимаем кнопку Swap. Подтверждаем все предложенные транзакции. Как только появилась ссылка на транзакцию из второго пункта, копируем ее и вставляем в Telegram-бот AVA. Задание выполнено, 40 баллов получено. Четвертое задание. Добавьте кросс-чейн ликвидность. Выполнение данного задания на смартфоне и компьютере несколько отличается, но незначительно. Мы будем выполнять его на компьютере, так как это более сложная версия данного задания. Опять же, внимательно читаем. В данном задании требуется добавить средства в пул ликвидности. Если в мобильной версии необходимо будет добавить в пул ликвидности два токена одной сети, например, Avalanche Testnet, то в версии для персонального компьютера необходимо добавить два токена из разных сетей. В нашем случае токен AVA в сети Ethereum Rinkeby и токен USDT в сети Avalanche Testnet. Для этого переходим на сайт AVA в раздел Liquidity. В верхней части выбираем Ethereum Rinkeby и токен AVA, в нижней части выбираем Avalanche Testnet и токен USDT. И обращаем внимание на доступный баланс, который показывает, есть ли вообще у нас токены в выбранных сетях, чтобы добавить их в пул ликвидности. Как видите, у меня отсутствуют токены USDT в сети Avalanche Testnet, поэтому, чтобы продолжить выполнение задания, я должен их получить. Для этого переходим в раздел Get Test Tokens на сайте AVA, привязываем кошелек, если необходимо. Затем выбираем сначала сеть Avalanche Testnet, а затем токен USDT и нажимаем кнопку Mint. Подтверждаем транзакции. Все необходимые токены получены. Возвращаемся в раздел Liquidity. Проверяем еще раз, правильно ли выбраны сети и токены. Обновляем страницу, если токены все еще отображаются некорректно. После того, как мы увидели свои балансы, в верхней части указываем количество 2 AVA. Кнопка Supply становится доступна. Нажимаем ее и подтверждаем все предложенные транзакции. В этом задании нам нужна ссылка из третьего пункта. Вставляем ее в Telegram-бот. Задание выполнено, 80 баллов получено. Пятое задание. Использовать бридж в режиме Gasless. Прежде чем начать выполнение данного задания, я хочу отметить, что функция Gasless все еще работает нестабильно. Это значит, что при выполнении пятого и шестого задания у вас могут возникнуть ошибки, которые пока находятся на стадии поиска технических решений и устранения. Собственно, для этого и проводится тестирование, чтобы выявить и затем исправить обнаруженные ошибки. По сути, пятое задание аналогично заданию использовать бридж, за исключением того, что переключатель Gasless должен быть включен. Этот переключатель позволяет оплатить транзакцию не нативной монетой выбранной сети, а одной из тех, что имеется у вас на балансе. Итак, внимательно читаем задание и переходим на сайт AVA в раздел Bridge.
В верхней части выбираем сеть Ethereum Rinkeby и токен EVA. В нижней части выбираем сеть Avalanche Testnet. Устанавливаем переключатель Gasless в режим «Включено». В верхней части указываем количество 5 токенов. Нажимаем кнопку Mint. Далее мы вероятнее всего столкнемся с очень длительным ожиданием, в конце которого сайт нам предложит либо подтвердить операцию в MetaMask, либо выдаст ошибку. Если вам сайт выдал ошибку, попробуйте повторить операцию несколько раз или в другое время суток, или просто подождите, когда разработчики исправят нестабильную работу режима Gasless. Мне повезло, после длительного ожидания сайт предложил подтвердить операцию в MetaMask. Подтверждаем все предложенные операции. Несмотря на то, что последняя операция была завершена с ошибкой, для успешного выполнения задания нам требуется ссылка из второго этапа. Копируем ее и вставляем в наш Telegram-бот. Задание выполнено, 80 баллов получено. Шестое задание. Использовать своп в режиме Gasless. Здесь нас ожидают те же проблемы, что и в предыдущем задании. Внимательно читаем задание и переходим на сайт EVA в раздел Swap. Устанавливаем переключатель Gasless в режим «Включено». В верхней части выбираем сеть Ethereum Rinkeby и токен EVA. В нижней части выбираем сеть Avalanche Testnet и токен USDT. В верхней части указываем количество 5 токенов. Нажимаем кнопку Swap и также проходим процедуру длительного ожидания. Как видите, в данном случае мое ожидание завершилось ошибкой, поэтому я попробую провести операцию повторно. Подтверждаем все предложенные транзакции. На этот раз мне повезло, и все операции, за исключением последней, завершились успешно. Копируем ссылку из второго пункта и вставляем в Telegram-бот. Задание выполнено, 80 баллов получено. Друзья, на этом мы закончили прохождение заданий ПРО в выбранной паре сетей. Не забудьте выполнить задания для остальных сетей. Также альфа-тестирование на этом не заканчивается, и в будущем будут появляться другие задания. SEO проекта Борис Поварь в своем интервью отметил, что впереди нас ждет еще тестирование в сети Solana, а затем тестирование в сети Оракулов. Поэтому оставайтесь в проекте и изучайте с его помощью мир DeFi. Что касается IDO или публичной продажи токенов EVA, то согласно дорожной карте, публичное предложение произойдет в первом или втором квартале 2022 года. И пока что SEO проекта подтверждает эту информацию. Вероятнее всего, в эти же даты будут начислены NFT и токены EVA всем участникам альфа-тестирования. Не забывайте, что минимальное требование для получения токенов и допуска на IDO – это выполнение 3 базовых заданий, а также выполнение социальных заданий. Все их вы найдете в боте альфа-тестирования. Есть также еще одна прекрасная возможность получить токены EVA совершенно бесплатно. Это купить пакет долей или акций компании DGU. Компания DGU является венчурным фондом и создателем проекта EVA. Также компания развивает и другие проекты в области блокчейн-технологий и искусственного интеллекта. Приобретая доли компании, вы становитесь совладельцем всех проектов компании. Получаете дивиденды от прибыли и другие бонусы от проектов. Инвестируя в DGU, вы по сути инвестируете сразу в несколько проектов. Так, например, каждый держатель долей получит какое-то количество токенов EVA бесплатно. По принципу, чем больше у вас долей, тем больше токенов вы сможете получить. Более того, если вы зарегистрируетесь в компании DGU по ссылке в описании к этому видео, то я верну вам 15% от стоимости первого купленного вами пакета долей. Если вы купите пакет долей в рассрочку, то я верну вам 15% только от первоначального взноса. Все, что вам нужно сделать, чтобы получить возврат, это написать о своей покупке мне лично в Telegram. Мои контакты вы найдете также в описании к этому видео.
Друзья, на этом мое видео подошло к концу. Если у вас все еще остались вопросы по прохождению альфа-тестирования, то можете задать мне их лично в Telegram или спросить в чате сообщества Эйва. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и до встречи в новых видео.